So the screen can be observed as a screen only when you suspend this projection. Еще раз повторяю, что экран может нами восприниматься как экран только тогда, когда кино закончено. So that is what is happening every moment in our daily life. И это именно то, что каждый день, каждый момент происходит в нашей каждодневной жизни. So they This is why the master calls us the prisoners of the planet. yes, Вот. we are the prisoners of the planet. И Yeah, the поэтому, prisoners of the да, planet. поэтому учителя называют нас заключенными планеты. So our whole life, it is made very, very more and more busy and busy. И наша каждодневная жизнь, она превращается в такую суету, она становится все более суетливой и суетливой. We say we are very busy. Мы все время говорим, что мы очень заняты, нам некогда. The meaning of this word busy means, that means your mind and senses are terribly active, while yourself, you are not at all active, you are just passive, like sleeping. И что это значит? You are imprisoned. Да. Это значит только то, что ваш внешний ум, вот вместе с чувствами, он очень активен, в то время как ваше истинное «я», ваша самость, она пребывает в состоянии пассивности. The center is called the real I am, whereas the mind or the negative pole is the false I am, the proxy it is called. Истинный, наша сущность называется истинным «я есть», в то время как вот этот ум вместе с чувствами называется фальшивым или ложным «я есть». And this mind fellow, he tries to dominate and he tries to show us that he is the boss. И наше ложное «я есть» все время пытается доминировать и показать нам, что вот он и является боссом. So he makes all the instructions from himself without contacting the real boss. И полагая, что он босс, он все инструкции выдает нам сам, не советуясь с настоящим истинным боссом. And we try to act according to that. И мы пытаемся действовать соответственно данным инструкциям. So therefore we are always busy. И поэтому мы все время суетимся. So the life of a person who is busy is comparable to a motor car. You know, you are sitting in the motor car and you have put on the engine and you are pushing, giving the accelerator and showing you are going at 120 km speed, and after a few hours when you have observed outside, you are there where you were. So what happened? Your car is just lifted up. Это напоминает ситуацию, когда вы садитесь в машину и заводите машину и жмете на педаль акселератора, и ваша машина показывает скорость 120 км в час, и вы удовлетворенно несете с этой скоростью, а потом, когда останавливаете машину и вылезаете, о боже, что случилось? Вы стоите на том же самом месте. А что произошло? А машина просто немножечко на кронштейне была приподнята кверху. Она не касалась земли. So it is showing such a speed for such a long time, but this distance gained is zero. И вы смотрите, вы столько времени ехали с такой огромной скоростью, но дистанция, которую вы преодолели, она равна нулю. So that is how we spend away our life, 60 years, 70 years. We do this, and we do this, and afterwards when you review, nothing is gained. И вот, собственно, так и проходит жизнь. Мы делали это, суетились там, что-то здесь делали, а в результате, когда проходит уже жизнь, и мы пытаемся посмотреть, что же такого достигнуто в нашей жизни, то оказывается, что, собственно говоря, ничего и не достигнуто. And by the time we could realize this, it is too late. И когда мы, наконец, это осознаем, бывает уже очень поздно. Yes, better late than never. It will be useful for the next birth. But for this birth, Да, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Если не состоялось в этой жизни, то может пригодиться в следующей. because when you have misused your instrument,
Потому что если вы неправильно используете свой инструмент for a long time in your life, в течение длительного времени своей жизни, and at a later age when you have realized this, и в более преклонном возрасте, когда вы наконец это осознаете, so this realization will be useful for your next birth. это осознавание, оно может очень пригодиться и быть полезным для вашего следующего воплощения. Because your instrument is already torn away beyond repair. Потому что ваш инструмент для этой жизни, он уже не подлежит починке. You need a new machine. Yes. Да, вам нужна новая машина. But always nature gives a new opportunity, a new machine. Но природа, она всегда дает новые возможности, дает новую машину. But every time we realize at a very later stage. Но каждый раз человек это начинает осознавать уже, когда довольно поздно, на поздней стадии. So that is why it is most important to get into the yogic, the study and apply. Study is a little, but application of yoga, then it makes you perfect and you a very best use of this machine. Вот поэтому очень полезно изучать и самое главное применять. Изучать немножко, а применять много, для того, чтобы машина работала исправно и плодотворно. So therefore, this we have to always clearly understand. Our aim is to be at the positive pole and neutralize the activity of the negative pole. И очень важно понимать, что нам нужно быть именно в положительном полюсе и пытаться нейтрализовывать отрицательный полюс. That is what is meant by nirodha, suspension of this chitta vritti. И вот это как раз и заключается действие в нироде, остановке избыточной активности низшего ума. And this suspension, this process of suspension it is also explained in a very harmonious manner, not by fighting. И эта остановка, как уже говорилось, это процесс такой весьма гармоничный, он не связан с борьбой. And the practice of yoga in this sense is not at all difficult. People think that, oh, it is so difficult. It is not difficult, it is very simple. И практика йоги в этом смысле, она очень проста. Люди думают, что ой, как это трудно, как это тяжело. На самом деле все очень просто. The only change is that instead of being directed by your mind and senses, you must be able to direct them. Единственная перемена, которая требуется, это вместо того, чтобы ваши чувства и ум управляли вами, вы должны изменить ситуацию таким образом, чтобы вы стали ими управлять. But it is not new. It happens, but we are not aware of that. Это ничего нового в этом нет. Это происходит, но мы не осознаем это. Just an example. Пример. The Master Dwarkul proposes that we first learn to observe ourselves. Yeah. Yes. Учитель Дwarkul Джолку. Master DK. Джвалку. Yeah. Дикей. Дикей. Джвалку. Okay. Говорит, что сначала мы должны научиться наблюдать за собой. Shortly he is called DK. Дикий. Constantly. Постоянно наблюдать за собой. This is the master who has dictated all the literature which came through Madame Blavatsky and later through Madame Alice Bailey. Это тот учитель, который диктовал все, что было написано Блаватской и Бейли. So all the books of Alice Bailey, those are the instructions and explanations given by this master. И все, что написано Алисой Бейли, все это инструкции и тексты этого мастера, этого учителя, Двалкула. So just if we observe, if we just take an example in our daily life. Если мы возьмем пример из нашей каждодневной жизни, Suppose you wanted to read a particular book. предположим, вы хотите прочитать какую-то определенную книгу. Then you go to the shelf in which is full of books.
Тогда вы подходите к книжному шкафу, который заполнен книгами. You precisely know which book you want to read. Вы совершенно точно знаете, какую книгу вы хотите прочесть. Then what will you do? Just you will go, you will be observing the other books, but you will locate the book which you need. И что же вы делаете? Вы подходите к шкафу, и вместо того, чтобы отвлекаться на другие книги, вы целенаправленно идете к той книге, которая вам нужна. And then you pick up that book. И тогда вы берете эту книгу. So even though there are many books before your eye, И несмотря на то, что у вас перед глазами огромное количество других книг, but you have instructed your eye to locate the particular book. вы даете инструкцию своим глазам смотреть на совершенно определенную книгу. So your mind, because all the senses, they receive the objects all the objects through the senses, and it is received by the mind, not by the sense organs. Потому что все ощущения, все чувства, они проходят через ум, они диктуются умом. So it is the mind which receives if you taste something, it is the mind which receives the taste. If you smell something, it is the mind which receives through your nose. And if you see something, it is the mind which receives the sight. And all this reception, process of receiving is by your mind only, because the senses are like just the windows. Right. Чувство это как окна. Через эти окушки ум видит то, что происходит за ними. Скажем, если вы что-то нюхаете, то вот этот запах ощущает ум. Если вы на что-то смотрите, то ум видит вашими глазами. И так далее. То же самое относится ко всем чувствам. So now you know it is possible that you can direct your mind and senses towards what you want to do. И теперь вы знаете, что это возможно, чтобы направлять ваш ум и ваши чувства именно на то, что вы хотите делать. Another example from daily life, you go into a shop when you want to purchase some clothes for you, for example. Вот еще пример из повседневной жизни. Когда вы хотите купить себе какую-то одежду, вы идете в магазин. Will you purchase all the clothes which are existing there? Вы же не станете покупать всю одежду, которая предлагается в этом магазине. No, you want to purchase a particular cloth which you like. Вы хотите купить определенную одежду, которая вам нравится. And the person in the shop, he throws many pieces of cloth before you with many colors and all this, but you select one which you like. Продавец раскладывает перед вами свой товар разного цвета, разных тканей, но вы выбираете только одну вещь, которая вам нравится. So now that means you have directed your mind and your sense of sight to the particular thing which you like. И это значит что? Что вы направили свой ум и свой взгляд именно на одну вещь, именно ту, которая вам нравится. So this is a proof that it is possible for you that you can direct your mind and senses. И это как раз и есть доказательство того, что вы можете очень хорошо направлять свой ум и свои чувства. But you are not aware of this in the daily life with all these examples. Но со всеми примерами видно, что люди обычно не осознают это в своей повседневной жизни. Therefore, when you start studying about yoga and when it is said that you have to bring your senses and mind under your directional control, then say, oh, it's impossible. И поэтому, когда наступает время изучать йогу, где говорится, что нужно уметь направлять свои ум и чувства, многие говорят, что ну это же невозможно. Because it is intellectually received. Yes, it is. When you make an intellectual effort, then it is impossible. И действительно, если это усилие делается интеллектом, умом, то тогда это неправильно, ничего не получается из этого. Because in the daily life, in your even mundane life, when you want to achieve something, it is not by the intellectual approach. Потому что даже в повседневной жизни, если вы хотите чего-то достичь, то это не делается с помощью интеллекта, с помощью ума. So this is not difficult, it is simple. That is what the masters of yoga they say. И это не трудно, это просто. Именно так говорят мастера йоги, учителя йоги. But without this approach, if you want to
control your mind and senses, then there will be a blockage. Но без этого подхода, если вы захотите контролировать ум и чувства, то здесь будет наступать блокада, блокировка. So you must know the art of directing your mind towards what is required for you. Вы должны овладеть искусством направления своего ума туда, где есть то, что нужно именно вам. We have to remember, if we cannot direct our mind, then it starts directing you. Мы должны очень хорошо помнить и понимать, что если мы не направляем наш ум, то наш ум начинает направлять нас. Then you are led by the environment. Yes. И тогда окружающая среда начинает вас иметь, что называется. If you turn towards the mind, then it frightens you. Если вы, так сказать, повернетесь к уму, то он вас будет пугать, испугает вас. Just like, for example, when there is light, if you turn yourself towards the light and you walk, your shadow is behind you, it follows you. И если вы, what is the previous phrase? I'm afraid I didn't. If you are turned towards the light. No, the previous one. I'm afraid I didn't get you correctly. The previous one. The previous one. You see, the mind will frighten you if you just do not prescribe something to the mind. Then it directs you, it frightens you. Если мы не начинаем руководить умом, то он начинает управлять нами, причем запугивая нас. It is like your shadow. Он похож на нашу тень. If you turn towards the light and walk, and your shadow is behind you. Если вы повернетесь к свету и начнете идти в сторону света, то ваша тень будет следовать за вами. It will follow you. Она будет следовать за вами. If you turn away from the light and walk, your shadow is before you. Но если вы, наоборот, повернетесь от света и пойдете в сторону от него, то ваша тень побежит впереди вас. Then it frightens you like a phantom. И она It frightens you. И такая тень может напугать, как фантом. So, practice of yoga is turning towards the light. И таким образом практика йоги заключается в том, что поворачиваться к свету. So if you try to fight or do something directly with your mind, then it's not possible. И таким образом, если вы будете пытаться бороться с этим или делать что-то с помощью ума, то это невозможно. So constantly you have to prescribe some good, useful thing to the mind. Постоянно нужно прописывать что-то полезное и хорошее своему уму. Предписывать. Master E.K. he used to tell a funny story about this. Учитель Эккей любил рассказывать смешную историю по этому поводу. Once a person, he went to a master, his guru, and said, I have so much of work which I am not able to finish, so I want a mantra by uttering which I'll have a big fellow, huge who does the work? Yes, Yeah. Who does the work for me? The monster. No, A big monster. A jinn. Like you know, in the stories of Alibaba, A giant. a giant. Yes, a giant jinn who was jumping out of the bottle. Yes, Yeah, and yeah. he does your work. Right. Yeah. So he asked for a mantra. By uttering this, he should be there, and I tell you do this work for me. So he should be available for me. Окей. Значит, к одному учителю пришел другой учитель и сказал, знаете что, а вот помогите мне сделать так, чтобы дайте мне какую-нибудь такую мантру, чтобы я этой мантрой мог вызывать всесильного джина, который выполнял бы для меня ту работу, которая должна быть сделана, а потом, значит, опять исчезал. But this master said, it is very difficult. You cannot manage with this fellow. Но учитель сказал ему, вы знаете, это очень трудно, потому что вам будет не справиться с этим джином. Because the moment you cannot prescribe something, he will eat you.
Потому что если он появится, а вы не сможете дать ему какого-то задания, то он тотчас же вас съест. But this fellow said, "Oh, I have so much to prescribe. Don't worry, I can manage." На что человек сказал: вы знаете, у меня столько всяких заданий тут для него заготовлено, что я с ним справлюсь. So okay, he said, if you could manage, okay, and he has given. And then he came home, uttered this, and this fellow is there. What is the work for me? Otherwise I will eat you. He was ready to jump and eat. He said, oh, he is now in St. Petersburg. He said, you go to Moscow and bring such and such thing for me. And he said, before he comes back, I can put the next work to him. И вот, значит, довольный человек приходит домой, садится, усаживается и вызывает джинна. Появляется злой джин и говорит: давай мне срочно задание, или я тебя съем. На что тот говорит: ну, сейчас я ему дам задание, я ему скажу, вот я тут в Петербурге сижу, а скажу-ка я ему: поезжай, вернее, лети в Москву, привези мне оттуда то-то и то-то, а сам себе думает, пока он съездит в Москву, привезет мне то, что мне нужно, я успею придумать следующее задание. But unexpectedly, just in a split of a second, he closed and opened the eye and he is ready with that. He said, what is the next work? И только он успел моргнуть один раз глазами, джин тут как тут уже принес то, что ему нужно было из Москвы, и уже спрашивает, а какое следующее задание? And he was thinking, oh, he is so fast. Then I will send him far off place. Хозяин джина решил: боже, какой он у меня быстрый, пошлю-ка я его еще подальше. And then this fellow said, there is my friend Victor in Odisha, and you go to Victor and bring me my book from there, he said. И говорит джин: вот у меня там, вернее, человек говорит, вот у меня там Виктор живет в Одессе, мой хороший знакомый, вот у него есть вот такая вот книжка, возьми, давай, поезжай к нему и привези мне эту книжку от него. So he was thinking that for us, if it takes 1.5 day to travel, for him at least 1 hour, maybe, he said. И сам он при этом подумал, что если нам для такого путешествия нужно где-то полторы сутки, то джину, может быть, часок на это понадобится. But he is ready immediately. Но через мгновение джин уже стоит с книгой Виктора. So then he said, no, now I have to really send him very far. Then he said, I am now here. He said, you go to India to my house and ask my wife I need something, and then you bring this from my wife, he said. И тогда он сказал, что сейчас я вот здесь, а ты давай лети в Индию и прилети к моей жене, которая там находится, возьми у нее то-то и то-то, и давай мне сюда это неси. But the same thing happened. Immediately it is there. И что ж такое? Опять через мгновение все это было принесено. Now this fellow starts thinking, and then this fellow is ready. He said, what is next? Otherwise I will eat you. И тут человек призадумался, стал чесать затылки, а джин уже навис над ним и говорит: ну давай задание, и то я тебя уже сейчас съем. Then this fellow is really frightened. И вот тут-то хозяин джина испугался не на шутку. There is no time to think. Нету времени для того, чтобы думать. Then he said, you go to moon and bring moonstone. Тогда он ему сказал: слетай на Луну и принеси мне лунный камень. And that is there immediately. Моментально камень появился. And now he is lost. И вот теперь он потерянный хозяин. And this monster is approaching to eat. А монстр, а джин уже навис над ним, уже слюни текут. And this fellow started to run away from the monster. Хозяин джина в испуге бросился вон, побежал от своего джина. Poor fellow, he forgot the speed of the monster. The monster who is so fast, Да. where can he run? Он от страха даже позабыл, что для джина нет такого понятия, как расстояние. Он быстрый, как ветер. And now he is very agitated, anxious, because he is going to be eaten by the monster. Но хозяин, он в ужасе, он сейчас будет съеден этим ужасным джином. And meanwhile, his friend like Rudolph, he came, oh, what are you doing? Where are you running? He said, don't stop me. The monster will eat me away, he said. И вот тут
И вот тут у него на пути появляется Рудольф, который в недоумении спрашивает: ты что ты делаешь? Куда ты бежишь? А ты на что ему отвечаешь: Рудольф, не останавливай меня, я убегаю от ужасного джина. Then he said, why should the monster eat you? He said, he will eat away because I could not prescribe something to him. И Рудольф недоуменно спрашивает: а почему джин должен тебя съесть? Тот отвечает: да потому что я не могу придумать ему задание. Then he said, don't worry, it is so simple, I will do this for you. И Рудольф говорит: ну не успокойся, это очень просто, я для тебя сейчас решу этот вопрос. And then he called this monster and said, you make a big mast, you put a big mast, a pillar, a big pillar. Yes. И тогда Рудольф говорит джину: ты давай построй большую колонну такую. So the pillar is there. Построил колонну. And then the monster was asked, what next to do? И что следующее я должен сделать? He said, you just creep from down to upwards of this pillar. И Рудольф ему говорит: а ты просто вот заберись отсюда на самый верх колонны. And again creep down. А потом спустись вниз. And he said, you keep creeping up and down until I call you back. И так и делай, забирайся вверх, спускайся вниз, пока я тебе не позову и не скажу, что делать следующим. And he said to this fellow, now you know, when you have some work, call him and get it done. And afterwards you ask him to creep on. И теперь Рудольф говорит: ты знаешь, как тебе поступать с твоим джином. Когда у тебя будет какое-то задание ему, позовешь, пускай он сделает. А когда, так сказать, он сделает, отправляй его обратно лазить по колонне. So this fellow, oh, is it so simple? И тут хозяин джина удивился: неужели все так просто? Yes, it is so simple if you know the art of doing it. Да, это очень просто, если вы владеете искусством того, как это надо делать. And this monster who is going to eat you away is none other than your mind. И вот этот монстр, который навис над вами и хочет вас съесть, это не что другое, как ваш низший ум. Because thought has no speed. Yes. Потому что, God has no speed. потому что у мысли, у нее нет скорости, она If you вездесуща. think to the Venus, you are Yes, you are there. Подумали о чем-то, и вы уже там. Which is the fastest thing in this creation? If there is a question, the answer is your mind. И что является самой быстрой вещью в творении? А ответ — это ум, сознание, ум, мысль. So the science of yoga is the art of prescribing some work continuously to your mind. И наука йоги заключается в том, чтобы так сказать, не безостановочно прописывать или предписывать какую-то работу своему уму, занимать его какой-то работой. And that work should be a harmonious work, otherwise you will be destroyed by this. И эта работа должна быть гармоничной, или же вы будете разрушены ею. If you prescribe to your mind to make a nuclear weapon, so you want to destroy the others, but you will be destroyed also equally. Это как если вы, скажем, заставили бы свой мозг придумать какое-нибудь атомное оружие. Вы бы разрушили им других, но одновременно разрушили бы и себя. So what you are going to prescribe to your mind should be what is called yajna. И поэтому, We are coming to yajna now. да, и поэтому то, что вы должны предписывать своему уму, это должно быть ягна. That is what the Lord says also in the Bhagavad Gita. Об этом очень много говорится в Бхагавад-гите. This is what I mentioned in Kiev this year. Yes. Three things Lord has prescribed for the human beings. Три вещи Господь предписал людям. There is the thing which is because every human being Каждый человек needs these three implements to purify his constitution, because the soul is always pure. It cannot be impure, but all around it, what
what is viewed around it should be purified always. So it is always required, like taking shower.